Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Девочки, у нас с вами сегодня радость. Моя подписчица Тамара прислала мне ткани. А это значит, что мы сошьем новый красивый блок из тканей, специально предназначенных для пэтчворка. В работу возьмем ткани бежевого, коричневого и зеленого цветов. Приготовим квадраты 15 на 15 сантиметров. Разложим их по стопочкам. Зеленые, темно-коричневые, светло-бежевые и средние. Следующий этап нашей работы. Нам надо сшить блок из 4 квадратов. Как это сделать хорошо и быстро, я постоянно показываю в своих видео. Сшиваем попарно детали из первой и второй стопочки, потом сразу же присоединяем детали из третьей и четвертой. Шьем гирляндой одну деталь за другой, нитки не обрываем, никаких промежутков не делаем. Отшитые гирлянды разъединяем попарно. Затем разворачиваем эти конструкции, тщательно расправляем и проутюживаем швы. Швы лучше направлять в сторону темной ткани. Так они не будут просвечивать, и все изделие будет выглядеть опрятно. После этого делаем соединительный горизонтальный шов. Помним про то, что работа с утюгом обязательно на каждом этапе. Все заготовки тщательно проутюживаем. На следующем этапе с помощью широкой линейки проверяем углы и проводим 2 диагонали. Затем разрезаем заготовки по нарисованным линиям. Обратите внимание, что детали получаются похожие, но не одинаковые, они зеркальные. Из этих 4 элементов получаются 2 одинаковых квадрата. И нам остается только их сшить. Будьте очень осторожны, не тяните ткани. Здесь много косых срезов. Мы все шьем профессионально, быстро, гирляндой. Нитки не обрываем. Теперь разъединяем готовые детали, расправляем, проутюживаем. Детали получились замечательные. У меня было 12 больших квадратов. Из них мы шили 24 квадрата с блоком песочные часы. Размер одного блока 19 на 19 сантиметров. А теперь самое интересное. Из этих деталей соберем узор. Смотрите, перекладывайте так, как вам хочется. У меня раскладка 4 на 6 блоков. Когда мы довольны раскладкой, приступаем к соединению квадратов. Сначала сшиваем детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой, пятой и шестой. А уже затем соединяем вместе все гирлянды. Вот здесь надо шить очень осторожно. Здесь вот все срезы косые. Учитесь ткани брать осторожно, чтобы ничего не перетянуть. И получается у нас очень интересная конструкция. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. Все надо проутюжить. Припуски в соседних рядах направляем в разные стороны. А уже после этого делаем соединительные горизонтальные швы. И готово очень интересное полотно из треугольников. Блок «Песочные часы». Это традиционный лоскутный блок, нестареющая классика. Размер получился 70 на 105 сантиметров. Работу с этим полотном мы еще продолжим. Ну что сказать, когда на планы денег нету, они становятся мечтой. Девочки дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети, на группу ВКонтакте, Одноклассниках, на Рутуб.
Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!